Что касается специфики пермского звериного стиля, связанной с сосуществованием человека, ну или антропоморфных существ, скажем так, будем называть это так, и ящера, то действительно мы в полной мере находим это на вот этих образках пермских. Там нет момента противостояния, скажем так. Там есть момент некого сосуществования, да, вот этот вот уникальный сюжет, например, когда вот люди просто передвигаются, не просто стоят на головах ящеров, потому что когда человека-лоси стоят на головах ящеров, это можно отождествить с тем, что это вот там, например, наш мир, там головы ящеров отождествляют как бы подземный мир, да? Нет, есть сюжеты многочисленные, где вот эти вот антропоморфные фигуры, они передвигаются именно на ящерах. То есть речь идет о неком сотрудничестве. Там нет вот этого момента, да, какой-то конфликтности. То есть он не отображен иконографически. Тогда как вот, например, в славянской культуре, да, вот уже более поздней, да, христианской, вот этот момент конфликтности, он доминирует. То есть речь идет, возможно, о том, что, да невозможно, а точно, и скорее всего речь идет о том, что вот тот период, который представлен пермским звериным стилем, он сохранял какие-то вот последние отголоски вот этого вот сотрудничества между вот этими двумя, ну, может быть, расами, я не знаю, как это назвать, там, более древними существами, да, и, как бы, так сказать, и, собственно, людьми. То есть, и, собственно, отголоски этого даже, вот я говорю, мы слышим в культе ящера, как бы, в славянских землях, в Новгороде и так далее. Но впоследствии некие воинские культы, в частности, пришедшие из Скандинавии, вот, например, вот культ дружины, воинский культ дружины Игоревичей. Это не славянский культ. Это совершенно особый отдельный культ, я еще раз говорю, связанный, вот, как бы, так сказать, с солнечным божеством, громовником. Что касается самой фигуры человека-лося, вот этого образа, да, то есть, скорее всего, речь идет о неком тотеме. То есть, ну, примерно как это можно изобразить, да, как в реальной жизни. То есть, охотники убивают лося, отрезают голову, делают из нее нечто подобное шлема. То есть, или просто надевают на себя лосиные головы. То есть, таким образом, взаимодействуя с духами. То есть, лоси для них являлись, ну, определенной, может быть, там, кормовой базой какой-то, да. При этом они должны были как-то поддерживать баланс. Соответственно, как бы они подчеркивали это, вот это взаимодействие, вот этим вот, собственно, сюжетом. И не просто сюжетом, а определенными ритуалами, ну, остатки которых вот дошли до нас только вот в этих образках пермских, собственно. Поэтому вполне возможно, что вот эти изображения этих человека-лосей, это просто изображение там воинов или жрецов, возможно, чего я, собственно, не исключаю, потому что на самом деле все вот эти вот как бы образки, считается, что это связано с некими ритуальными моментами. То есть, вот, что это изображение просто жрецов, которые одевали на голову лосиные головы сверху, как бы, так сказать, и вот таким образом осуществляли некие ритуалы, вот, связанные с их тотемами.